Глава 210. Селянь переспросил, какая награда? Хуачен спросил в ответ, а как ты думаешь? Принц живо представил, как Хуачен приподнял бровь и дернул уголком губ. У селяня не поворачивался язык что-то на это отвечать. Кстати говоря, продолжил Хуачен, ГГ задолжал мне немало магических сил и до сих пор не вернул. Я ведь не ошибаюсь, селянь осторожно ответил, нет. И что же ГГ уже придумал, как будет мне их возвращать? Селянь, помолчав, сказал, тоже нет. Хуачен, кажется, улыбнулся и произнес, раз ты не придумал, быть может, я сам что-нибудь предложу. Когда все дела будут улажены, и ты сможешь от них отдохнуть, мы вместе постепенно произведем возврат долга. Согласен, селянь, с трудом выдерживая напор Хуачена, то и дело бросал осторожные взгляды на Цзюнь у ГМ, невпопад ответил принц. Хуачен же, шаг за шагом увлекая селяня в свои сети, наконец получил желаемый ответ и остался вполне доволен, поэтому временно пощадил его и спросил, так что же? Для чего ГГ в кои-то веки первым связался со мной при помощи духовной связи? Цзюнь внимательно наблюдал за селянем. Он велел принцу связаться с Хуаченом, чтобы демон успокоился, не скоро заметил неладное и оставался послушно сидеть внизу. Разумеется, селянь понимал, что хочет услышать Цзюнь, поэтому медленно произнес, «На самом деле никакого особенного повода нет, просто я боялся, что ты забеспокоишься, если от меня долго не будет вестей». Но ведь ГГ только что сам говорил, что ушел лишь на пару часов. С какой стати тебе бояться, что я забеспокоюсь? Селянь совершенно запутался, занервничал, и в то же время ему стало немного смешно. «Я понял», — вдруг сказал Хуачен. Селянь задержал дыхание на миг и спросил, что ты понял, с той стороны, кажется, послышался легкий смешок. Затем Хуачен, растягивая слова, произнес, «ГГ, неужели, расставшись со мной совсем ненадолго, ты так сильно по мне соскучился?» Если раньше их диалог звучал размыто и довольно прилично, эта фраза прозвучала совсем уж неприкрыто, и как ни старайся, не получится притвориться, что в ней нет никакого подтекста. Под внимательным взглядом Цзюнь у лицо селяня начало гореть, спустя некоторое время он тихо хмыкнул, Хуачен тоже понизил голос, и я тоже. Мне так хочется прямо сейчас забрать тебя с небес. Сердце селяня обдало легким жаром и подвесило в воздухе, он встретился взглядом с Цзюнь. Если Хуачен в самом деле явится в столицу бессмертных, что они будут делать? Что с демоном сделает Цзюнь? С трудом подавляя эмоции, принц постарался ответить как можно естественнее, все же не стоит. Здесь творится полная неразбериха, а если ты появишься в чертогах верхних небес, только сильнее перепугаешь небесных чиновников. Подожди еще немного. Хуачен лениво протянул, хорошо, ГГ, я не стану подниматься и пугать их. Мне претит этот слепящий свет вашей столицы бессмертных. К тому же люди, стоящие в круге, нуждаются в моей поддержке. Я послушно буду ждать твоего возвращения». Селянь не то выдохнул с облегчением, не то облился потом и сказал, «Хорошо. Будь умницей». Только если я буду умницей, ГГ ведь не может вернуться ко мне с пустыми руками. Мне полагается награда за труды. Непременно, непременно. Они обменялись еще парой незамысловатых, но двусмысленных фраз, затем несколько раз попрощались, никак не желая прекращать беседу, и, наконец, вышли из сети духовного общения. Селянь тихонько выдохнул, а Цзюнь заметил, вижу, Синьлэ весьма увлекательно проводил время в мире смертных. Принц не знал, что на это отвечать. Цзюнь уже похлопал принца по плечу, развернулся и направился к выходу из дворца. «Владыка!» — позвал за его спиной селянь. Тот остановился. «Кто же вы такой?» — спросил принц. «Вы владыка? Или же нечто иное?» Подозревая советника в возможной связи с безликим Баем, селянь с трудом принимал подобный факт. Но связь Цзюнь с демоном просто переворачивала весь мир с ног на голову. Ведь Цзюнь первый бог войны трех миров, которым селянь всегда восхищался, на которого стремился походить, но Цзюнь не ответил ему и ушел, не сказав ни слова.
Селянь остался в одиночестве и, обдумывая план действий, утомленно поплелся во внутренние покои дворца. Дворец Синьлэ превратился для него в клетку, но клетку весьма роскошную. Во внутренних покоях даже установили бассейн из белого нефрита для омовения. Попав в медную печь и сражаясь с белым демоном несколько дней кряду, пробираясь где ползком, где кувырком, теперь Селянь настолько утомился, что решил, все равно он еще не скоро покинет это место, почему бы не принять омовение и не освежиться немного. Скинув одежды, принц погрузился в горячую воду и, опершись на край бассейна, принялся бессознательно перебирать и складывать свои одеяния. И вдруг из верхнего халата что-то выпало и со стуком прокатилось по полу. Приглядевшись, Селянь увидел изящные, искусно вырезанные игральные кости. Принц подобрал кости и сжал в ладони, вспомнив слова, сказанные ему Хуаченом: «Если хочешь увидеться со мной, ты всегда сможешь это сделать, и неважно, какое число выпадет на костях». На самом деле во время их разговора некоторые фразы уже прозвучали достаточно неестественно, чтобы Хуачен догадался, что-то не так. Но даже если тот почувствует неладное, подняться сюда все равно не сможет, поскольку столица бессмертных оказалась ограждена от остального мира барьером, который Цюнь установил лично, а значит, только владыка мог снять барьер. Прекрасно осознавая сложившееся положение, Селянь понимал, что, выбрось он на костях хоть 2 шестерки, Хуачена не увидит, и все же решил попробовать. Кости со стуком прокатились по краю бассейна, и невезение принца его не подвело, выпало 2 единицы. Как и следовало ожидать, никакого результата это не принесло. Селянь вздохнул и уж было окунулся в бассейн с головой, как вдруг услышал «ГГ». Принц тут же выпрямился, с шумом подняв волну брызг. Сань Лан, неужели он и правда вызвал Хуачена? Однако, посмотрев по сторонам, принц никого не обнаружил. Но голос, который он только что слышал, не мог быть иллюзией, вызванной его собственными чаяниями. Покуда сердце селяня заколотилось как бешеное, до него снова донесся голос: «Ваше Высочество». И тут принц наконец заметил, что голос исходит из его собственного рта, просто в просторном помещении, наполненном клубящимся паром и шумом воды. Он искажался и казался немного нереальным. Селянь на мгновение замер, но сразу же понял, в чем дело перемещения души. Удивленный и обрадованный, он воскликнул: «Повелитель ветров». Из его рта снова послышалась взволнованная речь: «Да, это я». «Ха-ха-ха-ха, не ожидали». Мое превосхо, то есть, я снова обзавелся магическими силами. Ранее было сказано, что перемещение души применяется крайне редко из-за огромных затрат магических сил. Оно сильнее заклинания духовного общения, но в то же время хитрее и применяется нечасто, поэтому при установке магического заслона мало кто задумывается включить его в число ограничений. Во время битвы с башком-пустословом Ши Цинсюань и Селянь уже обменивались душами. Впоследствии Ши Цинсюань лишился магических сил, и для него дверь в душу Селяня закрылась с одной стороны. И вот открытый когда-то проход пригодился снова. «Цинсюань», — заговорил принц, — «но для перемещения души требуется так много магических сил, где вы их взяли?» Впрочем, только задав вопрос, Селянь и сам понял, где же еще он мог взять магические силы, и он оказался прав. Ши Цинсюань ответил: «Долгая история». А хотя не такая уже и долгая. Этот ваш собиратель цветов под кровавым дождем дал мне несколько черненьких конфеток, поразительно чудесных. Едва проглотив их, я тут же ощутил мощнейший прилив магических сил. Пусть не навсегда, но на какое-то время их все же хватит, например, чтобы связаться с вами. Только на вкус странноватые, тьфу-тьфу-тьфу, Селянь невольно вспомнил конфеты со вкусом демонов, съеденные Пэймином, и подумал, что Хуачен, должно быть, дал ему нечто похожее, только для поднятия уровня магических сил. А кто только что назвал меня ГГ, я Селянь, не зная, плакать или смеяться, спросил: «Зачем вы это сделали?» Я было решил: «Знаю, вы решили, что это собиратель цветов под кровавым дождем явился к вам». Селянь тихо кашлянул, а Ши Цинсюань добавил: «Это он велел мне так назвать вас. Он сказал, что так вы поймете, что он рядом, и это вас успокоит». И это действительно сработало.
Услышав ГГ, Селянь хоть и удивился, но в большей степени все-таки успокоился. Он сейчас рядом с вами. Как дела в императорской столице? Озлобленные духи не доставили вам хлопот, в столице все замечательно, духи уничтожаются. Только вот, когда собиратель цветов под кровавым дождем связался с вами при помощи заклинания духовного общения, он то улыбался, как будто говорил с вами не знаю о чем, то вдруг, опустив руку и прекратив разговор, сделался до ужаса угрюмым и сразу велел мне попытаться переместиться к вам сюда. А верно, ваше высочество, он просил вам передать, ваше высочество, пожалуйста, оденьтесь. Несколько раз напомнил. К чему такая спешка? В чертогах верхних небес ведь нельзя простудиться. Селянь чуть не грохнулся в обморок, со скоростью молнии схватил и набросил на себя одежду, заикаясь, «О, он! Саньлан, он может меня видеть?» «Ага. Мне ведь тоже довольно хлопотно все время описывать ему, что тут происходит, так что я просто передаю ему все, что вижу и слышу. Он знает, что вы делаете и что говорите. Только не может сам передать вам весть или управлять вашим телом, вот и все. Ваше превосходительство, вы уж слишком откровенны. Знал бы раньше и не подумал бы об омовении. А ведь принцу казалось, что придется еще поломать голову, прежде чем найдется способ выйти из создавшегося в столице бессмертных положения. Не волнуйтесь, ваше высочество, я же не думал, что вы так переживаете по этому поводу. Мы все здесь мужчины, и вы раньше тоже смотрели на градоначальника Хуа. Да и не так уж много я рассмотрел, он и правда излишне откровенен. Селянь ударил себя ладонью по лбу и быстро оделся, затем схватил игральные кости и направился из внутренних покоев, говоря на ходу, «Саньлан, как ты понял, что что-то случилось?» Помолчав, Ши Цинсюань ответил, «Собиратель цветов под кровавым дождем говорит, что понял это сразу, как только вы обратились к нему. Вот то, что градоначальник Хуа хочет вам передать, ГГ столь застенчив, как он мог по своей воле назвать мой пароль для духовного общения, не случись с ним ничего серьезного». Как и предполагал Селянь, причина в этом. Ши Цинсюань, похоже, говорил Хуачину, «Ладно, я не трачу время на болтовню, перехожу к делу». Затем он снова обратился к принцу, «Ваше высочество, что у вас там все-таки произошло?» Владыка отлучился, Селянь не представлял, с чего начать рассказ. Все так повернулось именно потому, что он здесь. После краткого объяснения важнейших моментов Ши Цинсюань потрясенно затараторил, «Мамочки, мамочки, мамочки! Ваше высочество, вам это точно не приснилось. Владыка ведь это же владыка. Он это или нет, я уже не могу сказать наверняка». «А что думает Саньлан?» Спустя мгновение Ши Цинсюань ответил, «Собиратель цветов под кровавым дождем не выглядит потрясенным. Он только сказал, ничего удивительного, он мне давно не нравился». Селянь прыснул со смеху, «Тебе ведь никто на свете не нравится», это он сказал Хуачину. «Он говорит, да, кроме тебя», ответил Ши Цинсюань. «Послушайте, градоначальник Хуа, тут вы не правы, ведь еще есть я. Я тоже вам не нравлюсь». «Да что с вами такое?» Ладно, мы ведь просто шутим», поспешил успокоить Селянь. В общем, сейчас все боги войны повержены, всех небесных чиновников заперли в их дворцах, а столица бессмертных отделена от всего мира, и подняться сюда не сможет никто. Собиратель цветов под кровавым дождем сказал, что способ подняться все же есть, только нужно, чтобы кое-кто пришел на выручку. «Кто?» — спросил Селянь, почти сразу вскрикнув, «Кто?». Последняя фраза предназначалась не Хуачину и не Ши Цинсюаню. Это была реакция принца на странные звуки за его спиной. «Кто-то идет».